Это надгробие стоило сотни тысяч долларов. А тут скульпторы изобразили целый автомобиль. Сегодня ты узнаешь истории самых крупных криминальных авторитетов, почему их всегда хранили с особыми почестями и зачем им такие огромные и дорогие надгробия. Приятного просмотра! Почему такие почести? Наверное, все видели фотографии или видео подобных могил. Самое примечательное, что такие памятники в России не возводят людям, которые изменили страну, например, ученым и политикам. Чаще всего таких почестей удостаиваются воры в законе. Кто это такие? Это авторитет из уголовного мира, которого признали другие лидеры преступного мира. Зачем преступникам такой пафос в виде скульптур и огромных памятников на их могилах? Дело в том, что это своего рода традиция. Близкие воров ищут профессиональных скульпторов и мастеров своего дела, чтобы отдать дань уважения усопшему. Чаще всего столь значимые для преступного мира личности изображены на могилах в полный рост. Сделано это для того, чтобы при посещении могилы преступными группировками и фотографировании с ней человек, который захоронен на этой могиле, на фотографии оказался среди своих соратников. Часто изображаются различные предметы успешной жизни или любимые вещи усопшего. Так, на надгробии одного известного вора в законе, о котором вы узнаете дальше, изображен целый Мерседес. На многих могилах преступники изображены таким образом, чтобы напоминать о времени, проведенном за решеткой. В общем, все подобные памятники возведены из уважения к личности, а отличительные атрибуты часто тесно связаны с конкретными людьми. В этом видео мы подробно рассмотрим жизнь криминальных авторитетов, о том, как они пришли к своему успеху и каким почестям удостоились уже после своей смерти. История Япончика. Одним из самых известных воров в законе стал Вячеслав Кириллович Иваньков, он же Япончик. Такое прозвище криминальный авторитет получил благодаря его яркой внешности и чертам лица. Еще одним вариантом возникновения стала история, когда Вячеслав Кириллович посетил Японию, а вернувшись из нее, стал применять опыт, который получил в стране восходящего солнца. Япончик родился в 1940 году. Отец авторитета злоупотреблял алкоголем, а мать страдала от психического заболевания, из-за которого она могла по нескольку раз менять одежду и мыть полы с хлоркой, так как она боялась микробов и болячек. Сам Вячеслав был слаб здоровьем, поэтому он стал заниматься спортом. Уже в 14 лет будущий криминальный авторитет стал воровать. В преступном мире Япончик провел всю свою сознательную жизнь, а статус вора в законе смог получить в 1974 году, когда находился под стражей в Бутырской тюрьме. В начале 1980 года Иваньков организовал свою преступную группировку. Банда пользовалась фальшивыми удостоверениями и формой сотрудников милиции для того, чтобы производить обыски у других преступников и отбирать деньги и ценности. Пытки и убийства для них были обыденным делом. Авторитет Япончика был огромен не только в России, но и за границей. В 1992 году, чтобы избежать очередного срока в России, Иваньков сбежал в США. Благодаря своей известности в криминальном мире Вячеслав Кириллович смог занять высокий пост в преступном мире даже в другой стране. В Америке Япончик продолжал свою деятельность, за что в 1997 году он попал в тюрьму уже там. В России милиция активно разыскивала авторитета из-за убийства в одном ресторане. В 2004 году его отпустили из тюрьмы в США, но тут же депортировали в Россию. Там его должны были посадить еще на несколько лет, но в 2005 году коллегия присяжных признала Япончика невиновным. Смерть и похороны – конспирологическая теория. В июле 2009 года на Япончика было совершено покушение. Его обстреляли на выходе из ресторана, в котором он проводил деловую встречу с представителем еще одного криминального авторитета. В результате происшествия Иваньков скончался 9 октября. Похоронили вора в законе на Ваганьковском кладбище.
Примечательно то, что на похоронах было очень много представителей ОПГ. К церкви, в которой проходило прощание, были представлены различные погребальные венки. На некоторых было написано послание от других группировок, например, от братвы из Кирова. Сами похороны проходили в традиционном русском стиле. Огромный массивный гроб из ценных пород древесины, в котором лежало тело. Спустя 2 года, летом 2011-го, на могиле был установлен огромный памятник. На нем Япончик был изображен в полный рост, сидящий на стуле, слева от него была решетка камеры, а справа стена. Место захоронения постоянно посещают туристы, а за самой могилой следят разные преступные группировки. Существует одна конспирологическая теория, по которой знаменитый криминальный авторитет жив до сих пор. По ней Япончик инсценировал свою смерть и в данный момент стоит во главе Российской Православной Церкви. И правда, внешнее сходство между Иванько и патриархом Кириллом есть. Но все-таки это все еще конспирологическая теория, которая не имеет ничего общего с реальностью. А дальше ты узнаешь историю человека, с представителем которого встречался Япончик в тот самый злополучный день. История деда Хасана. Усаян Аслан Рашидович родился в 1937 году в Тбилиси. Путь в криминал молодой дед Хасан выбрал еще в 16 лет. После войны найти достойную работу не представлялось возможным, из-за чего Аслан стал мелким карманником. Спустя пару лет он впервые угодил за решетку, когда ему было 18 лет. В тюрьме молодой преступник вел себя правильно, за что получил титул законника. Правда, не все время он соблюдал воровские понятия, так как они сильно осложняли ему жизнь, хоть и не несли большого смысла, из-за чего случались первые конфронтации. Дед Хасан продолжал свою преступную деятельность. К 90-м годам его знал весь криминальный мир России как одного из криминальных авторитетов. В то же время его ОПГ начала войну с кланом братьев Агановых. Причиной стало обвинение Усаяна в хищении средств из воровского общака. По итогам конфликта было убито 156 человек с обеих сторон. Разборки не обошлись и без случайных жертв. Закончилось все после того, как Аслан нанял 6 киллеров, которые в 1999 году расстреляли автомобиль одного из 2 братьев Агановых. В тело погибшего попало 40 пуль, буквально изрешетив его. А второй брат не смог отомстить за своего родственника и в 2002 году умер от передозировки наркотиков. В этом же году и закончилась война между ОПГ, победителем из которой вышел дед Хасан. Война среди организованных преступных группировок – обыденное дело, поэтому одним конфликтом с кланом Агановых не обошлось. Многим не нравилось то, что делал дед Хасан. Разгорелась еще одна война с кланом Таро. Причиной конфликта стали Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. На них должны были потратить огромные деньги, часть из которых, естественно, попала бы в руки воров. О проведении игр Хасан узнал в 2007 году. К тому моменту конфронтации с Таро уже давно велись, но худо-бедно решались. Сам конфликт произошел из-за денег. Хасан проводил собрание в 2008 году, на котором решался вопрос разделения бюджета, куда он не позвал представителей Таро. Это и стало причиной начала войны. Покушение, смерть и похороны. Каждая из сторон несла потери среди своих сторонников. Эта участь и постигла уже известного вам Япончика. Для деда Хасана происшествие стало большим ударом по его позициям. Правда, не так сильно, как это ожидалось. С одной стороны, Усаян потерял своего близкого соратника, но с другой стороны, обвинив клан Таро, он получил еще больше союзников. Именно после смерти Япончика могущество деда Хасана достигло своего максимума. Пошатнуло триумф авторитета покушение в 2010 году. Хоть оно и не завершилось успехом, здоровье Усаяна ухудшилось в результате попадания 2 пуль, а его хватка ослабла. Он стал активно терять свои позиции и авторитет в воровском мире, чем и воспользовались его соперники, начав устранять сторонников Хасана. В 2013 году
произошло последнее и успешное покушение. Дед Хасан, как обычно, приехал в ресторан, когда в него дважды выстрелил киллер. Пули прошли насквозь через шею и спину. Во время покушения одна из официанток была ранена в ногу. 16 января 2013 года дед Хасан погиб из-за пули, которая попала прямиком в сонную артерию. Могила Усаян Аслан Рашидовича не уступает своими масштабами другим криминальным авторитетам. На ней красуется памятник в полный рост, а по бокам стоят плиты, исписанные стихами. К слову, дед Хасан хотел, чтобы его похоронили в Тбилиси, однако Грузия не приняла самолет с телом, из-за чего криминальный авторитет покоится на Хованском кладбище в Москве. Равшан Ленкоранский. Одним из подозреваемых в убийстве деда Хасана был Равшан Ленкоранский. Вор в законе родился в 1975 году в Азербайджане. До своего пути в криминал Рафик трудился милиционером, так как очень уважал своего отца и шел по его стопам. В лихие 90-е Равшан активно боролся с преступниками, что не сильно их радовало. Из-за этого добросовестному милиционеру подослали убийцу, правда, покушение оказалось неуспешным. Киллер попал на скамью подсудимых, где начал сыпать угрозами на семью Равшана. В этот момент 21-летний Рафик выхватил из кармана пистолет и тут же застрелил подсудимого, после чего, естественно, он попал в тюрьму. В зоне лишения свободы Равшан познакомился с криминальным миром и с головой в него погрузился, так как прежняя его мечта уже точно не исполнилась бы. Рэкет, крышевание и разборки стали обыденным делом для новоиспеченного криминального авторитета. В новом мире у Равшана часто случались столкновения с оппонентами, из-за чего оставаться в Азербайджане было опасно. Авторитет отправился в Москву, а спустя несколько дней после того, как он покинул страну, его объявили в национальный розыск. В России он сошелся с земляком Мирсеймуром Абдулаевым, который был криминальным авторитетом. Правда, вскоре его убили. Благодаря успешному стечению обстоятельств он занял пост главы одной группировки, которая до него принадлежала усопшему. Овощной король, тюрьма, война и смерть. На новом посту Равшан смог взять под свой контроль почти все овощные базы в России. Естественно, такое стечение обстоятельств не нравилось другим авторитетам. Кстати, именно из-за контроля этого бизнеса авторитета прозвали овощным королем. Ленкоранский вступал в конфронтации с другими авторитетами. А в 2008 году стражи порядка Азербайджана узнали, что Равшана задержали в Киеве на 40 суток. Спасти авторитета смогли юристы, которые доказали, что в 2000-х преступник сбежал из страны из-за прессинга. Правда, спустя год его все равно смогли поймать и отправить на родину. Там прокуратура требовала 12 лет лишения свободы, однако суд назначил ему не такое суровое наказание. Как выяснилось позже, пока шло следствие, Равшан уже отбыл свое наказание, из-за чего после оглашения приговора его просто отпустили. Вернувшись в Москву, между Равшаном и дедом Хасаном продолжился их давний конфликт. Ленкоранский действовал вместе с кланом Таро и выступал против Усаяна. Именно его и рассматривали как главного подозреваемого в убийстве Хасана. Из-за подозрения от других авторитетов и возможных покушений Равшан решил сбежать в Турцию. Там он продолжил контролировать свой овощной бизнес в России через специальных людей. Но даже в Стамбуле Ленкоранский не смог избежать смерти. 18 августа 2016 года было совершено покушение, которое увенчалось успехом. Равшана Ленкоранского убили в собственном автомобиле Range Rover вместе с еще одним авторитетом. В овощного короля попало 5 пуль, одна из них прямо в глаз. Равшана похоронили в его родном городе в Азербайджане. Спустя год захоронения на его могиле появился огромный памятник, который доставили прямо из Индии. На нем Ленкоранский стоял в полный рост, а за его спиной стояла стена с колоннами. Масштаб могилы авторитета был просто нереальным. А дальше вы увидите другие интересные могилы воров в законе.
Рассказывать истории каждого из следующих авторитетов мы не будем, но отметить их могилы точно стоит. Борис Чубаров по прозвищу Газировка не был полноценным вором в законе. Однако он имел серьезные связи с криминальным миром. Чубаров был обычным бизнесменом, который сколотил состояние на газированных напитках. Правда, сам Борис, видимо, предпочитал что-то покрепче, так как умер он от цирроза печени. Хоть Газировка не был вором в законе, он все же имел весомый авторитет. На его могиле располагается очень интересный и большой памятник, на котором он изображен стоя рядом с его любимым автомобилем «Мерседес». Еще один вор в законе, чья могила выглядит как настоящее произведение искусства – Костя Могила. Константин Яковлев был убит в 2003 году и похоронен на кладбище в Санкт-Петербурге. Понять, что именно тут захоронен авторитет, совсем несложно. На его могиле установлен целый комплекс из камня, на котором изображен сам Константин. Он обнимает крест, в то время как по его ноге вьется змея, а по бокам композиции стоят скорбящие ангелы. А на могиле авторитета по кличке Вася Бриллиант расположен настоящий алтарь. Бабушкин Владимир Петрович – криминальный авторитет, который провел целых 35 лет в тюрьме. Он был лидером УПГ и целой легендой уголовного мира. Получил он свое прозвище за воровство, за постоянное воровство, даже после того, как получил свой авторитет. Он мог спокойно жить с огромным состоянием, но оставался приверженцем своей идеи о карманных кражах, за что постоянно попадал в тюрьму. Именно в тюрьме Вася Бриллиант и умер в 1985 году. После его смерти в тюрьмах прошли бунты, так как в его смерти подозревался сотрудник колонии. Но есть и менее пафосные могилы авторитетов, правда, даже они выглядят высокомерно. Савоськин Владимир Владимирович по прозвищу Савоська тоже стал вором в законе. Он пользовался авторитетом, потому как соблюдал законы воровские. Умер он в 2001 году от туберкулеза. Весь криминальный мир старался ему как-то помочь и собирал деньги на лечение, однако это не помогло. На могиле Савоськи изображен пожилой мужчина, мирно сидящий на табуретке. Рядом с ним стена из камня, а на полу стоят пара мраморных ваз. Хоть могила и менее пафосна, чем у других авторитетов, она все равно не сравнится с тем, что устанавливается обычными людьми. Это были одни из самых интересных и красивых могил среди криминальных авторитетов. На этом у нас все. До встречи в следующих видеороликах и спасибо за просмотр.